Всем привет, дорогие друзья, с вами RectaBest. Добро пожаловать в новый ролик, и сегодня у нас будет уникальный контент, которого еще не было на ютубе, вот поэтому сразу ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Сегодня у нас будут тесты, наконец-таки появилась возможность потестировать императорскую шмотку против чемпионских, посмотреть, насколько она будет сильнее в различных ситуациях, как солянка против солянки, так и один тип войск против солянки тоже. Вот я на самом деле не знаю, что будет сильнее, но под солянку, естественно, императорская должна быть мощнее, но вопрос насколько. Вот тестировать будем это все на лагерях, я уже пригнал свой маленький аккаунт в это королевство, слил свиток миграции, но это того стоит. Значит, в каждом лагере стоит соляночка из 20 тысяч каждого Т2, без лидера, без героев, без фамов, потому что герои и фамы оказывают какое-то рандомное влияние на исход боя, и сделав два одинаковых теста, ты получишь два разных результата. Поэтому нам такого не надо, и на Бейзеле нужно будет тоже поменять лидера на какого-то бесполезного. В идеале поставить лидера на осадки, мы осадки брать не будем, с ними тесты проводить нет смысла. То есть лидер на осадке в бою должен стоять где-то сзади и давать только статы от талантов и от шмота. Таланты у нас будут фермерские, они уже здесь стоят, это хорошо. Ну и шмот мы уберем, оставим только ботинки. На Бейзеле есть вот из императорских шмоток только одна. Ботинки, и будем сравнивать, соответственно, ботинки с ботинками, потому что сравнивать ботинки там со шлемом чемпионским, это будет очень глупо. Такие тесты будут необъективными. Так, все, я снял весь сет, оставил только ботинки императора. Они, кстати, называются тассеты величия. Есть у Бейзела как временные, так и вечные. Вечные пока что Вася покрасить в оранжевый цвет не может, но мы их тоже сегодня потестируем. Но пока что начнем давайте с оранжевого цвета. В принципе, статы абсолютно одинаковые, просто эта шмотка через 15 дней пропадет, останется вечная. Потом Бейзел как-нибудь ее покрасит в оранжевый цвет. Но вот посмотрим, даже золотая, да, то есть она сильнее оранжевых ботинок чемпиона или все-таки послабее будет. Тоже интересно будет сравнить. Вот мне кажется, что в солянке на солянку даже золотые ботинки императора будут сильнее, чем оранжевые чемпионские. Там разница довольно-таки большая, потому что здесь все-таки атака армии 40%, а здесь 56% атаки одного типа войск, в данном случае пехоты, и всего лишь 14% атаки армии. Так, ладно, давайте не будем очень долго об этом обо всем говорить, просто протестим и уже посмотрим результаты. Так, ботиночки уже стоят. Значит, делать будем тесты сначала солянка на солянку. Отправлю на лагерь, давайте по 10 тысяч каждого Т2. И вот в первую очередь хочется протестить то, будут ли совпадать результаты двух одинаковых тестов. Это очень важный момент. Так, нет, подождите, я забыл отправить лидера. Лидера нужно обязательно взять, потому что без лидера не будет работать шмот. Так, лидер, все, он есть. Фамильяров брать не будем, они нам не нужны. И берем по 10 тысяч каждого Т2. Так, вот он первый тест. Бьем лагерь, разворачиваемся, возвращаемся обратно, снова выбираем лидера и делаем то же самое со вторым лагерем. Кстати, на обоих аккаунтах стоят стрелковые фаланги, то, что нужно. Сейчас посмотрим, будут ли различаться результаты двух абсолютно одинаковых тестов. Так, здесь 10, 2, 3, 4, 20, 4, 4, 8. И тут то же самое. Все супер, значит, результаты никак не отличаются. Кстати, на Бейзеле нету больниц, видите, 10 тысяч гроба, но ничего страшного в этом нет, потери минимальные, тем более они все идут в святилище. Окей. Значит, мы поняли, что если делать два одинаковых теста, вот таким вот образом, да, используя лидера, который не используется в бою, вот масло масляное, но вы поняли, о чем я говорю, то получатся одинаковые результаты. Теперь давайте поставим ботинки чемпиона и сделаем то же самое с ними. Выбираем этого лидера, по 10 тысяч каждого Т2. Понятное дело, должно быть больше потерь у Бейзела и меньше потерь на моей фермочке. Ладно, не будем тратить ботинки. Надеюсь, Вася меня простит. Так, быстренько отзываем, пока никто не прилетел, не подрезал. То мало ли, вдруг кто-нибудь уже смотрит, наблюдает. Значит, чекаем. 10 240 потерь
с ботинками чемпиона, с императорскими было чуть-чуть поменьше, на шестерочку. То есть разница прям, ну, совсем небольшая. Прям совсем-совсем небольшая, но она есть. Окей. А что касается потерь со стороны моего аккаунта, моей фермочки, ну, как сказать фермочки, моей ловушки, да? Это фейковый сет на ней, 450 миллионов силы, но неважно. Ну, тут гораздо больше потерь, смотрите. Тут разница такая приличная. Больше 300 воинов разницей. Окей. Значит, ну, понятное дело, что оранжевые ботинки сильнее. Оранжевые ботинки императора. Давайте протестим теперь золотые. Поставим сюда абсолютно такой же набор камней. Кава. Пехи. И чемпионский камень. Сейчас посмотрим, что будет с ними. Так, надеть. Все, погнали тестировать золотые ботинки императора. Я почти уверен, что они будут сильнее, чем чемпионские. Сейчас мы в этом убедимся. И далее протестим самое интересное, по крайней мере для меня. Это будут ли сильнее ботинки императора в атаке одним типом войск. Я, наверное, все три типа тестировать не буду. Проверим это все на пехоте. И уже будет понятно, что к чему. Я думаю, что то же самое будет работать и с кавалерией, и со стрелками. Делать там миллиард различных тестов, по факту одинаковых, в этом нет никакого смысла. Так, здесь у нас получается потерь, кстати, столько же абсолютно. Столько же, сколько было и с ботинками чемпиона, прям один в один. А это, между прочим, ботинки императора, но правда золотого цвета. Что касаемо потерь со стороны моего аккаунта, здесь их явно больше. То есть, опять же, как бы да, мои догадки подтвердились. Причем, кстати, золотые ботинки императора не намного слабее оранжевых. Заметьте, 448, а здесь 430. От чемпионских они прям очень сильно отличаются. От оранжевых императорских нет. То есть, в принципе, если Бэзил будет играть на фортах, на ците, и у него пропадет оранжевая шмотка временная, можно будет пользоваться золотой. Реально золотая шмотка лучше, чем оранжевые ботинки чемпиона. Сейчас посмотрим, что будет с одним типом войск. Это очень большая интрига, потому что, знаете, императорская шмотка дает вот этот вот просто, я не знаю, какой-то имбалансный стат. Это 5% дебафа ОЗ вражеской армии. На оранжевом цвете это 7% дебафа. Чтобы вы понимали, самый дорогой скин замка в игре это Джокер. Он требует какого-то, ну я не знаю, немыслимого количества свитков. Я не помню какого точно, но там прям дикая сумма. Вот, и он дает дебаф ОЗ вражеской армии 3% всего лишь. А одна императорская шмотка дает 7%. Это, ну, как считайте, что два вот таких вот скина замка, самых дорогих в нашей игре Lords Mobile. И это не просто так, потому что дебаф он вычитает процент от суммарного количества. То есть, если у противника 1000% ОЗ, то вот этот вот параметр 5% дебафа, он вычтет не 5%, а аж целых 50% из 1000 ОЗ, которые есть у противника. Это работает именно вот так. Поэтому это прям супер жесткий стат. И вот сейчас посмотрим, насколько императорская шмотка сильнее или слабее чемпионской под один тип войск. А вот атаки на один тип войск у императорской шмотки меньше, потому что здесь на чемпионской мы видим 70% атаки, потому что 56% атаки пехоты и 14% атаки армии. Это все суммируется, и суммарный процент 70. Здесь 56, на 14% атаки меньше. ОЗ немного выше, на чемпионских ботинках ОЗ армии 30%, на императорских ботинках ОЗ 35%. Разница незначительная. То есть вот сейчас посмотрим, насколько жестко работает вот этот вот дебаф. Ну погнали. Значит, сначала протестируем оранжевые ботинки императора на пехоту. Поставим даже, знаете, пехотные камни. Так. Где у нас тут камень шипа? Вот он. Окей, также поменяем камни вот здесь. Просмотр убрать. Ставим камень шипа. И также протестируем золотые ботинки императора, потому что тоже интересно. Все же хочется сравнить абсолютно все, когда есть такая возможность.
Ну и сначала начинаем с оранжевых ботинок Императора. Так, чтобы здесь взять? Вот сколько пехоты? Блин, даже не знаю. Ну, кстати, лучше поставить еще и пехотную фалангу под это дело. Там фаланга по-прежнему будет стрелковой. Давайте возьмем-ка мы здесь 1007. 7000 пехоты. Я думаю, это справится с тем лагерем. Потому что статы пассивные на Безеле уж раза в 2-3 выше, чем на моей ферме. Даже вот за счет там фамильяров, да, за счет скинов замка. Это все работает даже без лидера. Так, окей. Кстати, а не пробил я, смотрите, не пробил. И растворился. Лол. Я не думал, что так произойдет. Так, давайте пока что развернем этот лагерь. Значит, нужно взять больше пехоты. Возьмем, ну сколько, 10 тысяч тогда? Давайте 12 тысяч пехоты. 12 тысяч пехоты Т2. Нам нужен хоть какой-то отчет. Главное не раствориться. Все. Здесь отчетик есть. Даже удалось пробить. Разница небольшая, это очень хорошо. Так будет проще оценивать разницу. Окей, значит, первый тест есть. Сейчас пойдем вот с этими ботинками. И нужно будет поставить еще один дополнительный лагерь, чтобы сделать финальный третий тест с золотыми ботинками Императора. Так, здесь отправляем также 12 тысяч пехоты с лидером. Назад в замок. Сейчас быстро поставлю лагерь с маленького Акича. Так, 20 тысяч пехоты, 20 тысяч луков, 20 тысяч кавы. Вперед! Меняем здесь ботиночки. Кстати, я не те камни поставил, смотрите, я вынул не тот. Так, кавалерийский нам здесь не нужен. Поставим тот же самый набор камней, что и в предыдущих двух тестах. Чемпионский и 2 на пехоту. Там же все верно было, да, 2 на пехоту чемпионский, 2 на пехоту чемпионский. Вот теперь все правильно. Значит, отправляем также лидера и 12 тысяч пехоты Т2 класса на пехотной фаланге. И сейчас будет самый интересный момент. Это сравнение 3 различных отчетов. И уже мы точно поймем, что лучше под один тип войск. Я уверен, что то же самое будет работать и с кавой, и со стрелками. Значит, вот они 3 отчета. Смотрите. Да, все верно. Это у нас ботинки Императора оранжевого цвета. Это ботинки Чемпиона оранжевого цвета. И третий отчет — это ботинки Императора в золотом цвете. Так, ну я вижу, что меньше всего потерь со стороны Безела именно на ботинках Императора оранжевого цвета, что в принципе логично. И причем разница с ботинками Чемпиона довольно-таки большая. Вот когда я тестировал солянка на солянку, там разница была сколько? 6 или 8 солдат. То здесь примерно 50 солдат разницы. Значительно больше. То есть императорские ботинки реально сильнее. Сильнее чемпионских под один тип войск. По крайней мере, императорские ботинки оранжевого цвета. Еще вот обратите внимание на потери со стороны моего маленького аккаунта. Тоже разница бешеная. В пользу чемпионских ботинок. Ой, точнее, императорских. Оговорочка. Так, и далее у нас, соответственно, золотые ботинки Императора. Сравниваем их с оранжевыми чемпионскими. 10.56, 10.34. Все же ботинки Чемпиона получше, чем императорские золотые. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Здесь меньше потерь, а тут примерно одинаковые цифры. Но в плане урона императорские ботинки лучше, но не намного. Не намного. Ну, интересно. То есть, в принципе, менять ботинки Чемпиона на золотые императорские под один тип войск смысла нет. А вот оранжевые действительно лучше, при том же самом наборе камней. То есть, от императора лучше и под один тип войск, и под солянку. Вот такие вот результаты, друзья. Если видео вам понравилось, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Всем желаю удачи и всем пока. До новых встреч.